Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой интересный мотив ажурный, который можно использовать для вязания как летних топов, футболок. Также применить его можно для вязания джемпера или же даже теплого свитера. В готовом изделии этот мотив смотрится вот так, как на этой футболке. Этот мотив состоит из нескольких узоров. Это идет ажурная дорожка, достаточно широкая, вот такая интересная. Ее тоже можно в отдельности применять для вязания какого-либо изделия. Минималистичная ажурная дорожка, вот такая и вот такая ажурная дорожка. Также здесь есть элемент вязания такой, как шишечка-узелок. Я его выполняю спицами. Если хотите, можете крючком, кому как удобнее. Как выполняю спицами, я покажу это по ходу видео. Также вот эти листочки, еще один элемент вязания и скрещенные петли. Каждый сам по себе узор этот, они очень простые в исполнении. И вот такая картина из них получается. Сложность этого узора заключается в том, чтобы не запутаться, где какой элемент нужно провязывать на данном этапе, в каждом ряду. Если вы вяжете по кругу, такой рисунок будет выполняться очень легко и быстро. При поворотном же вязании возникают сложности, потому что не всегда можно представить этот ажур с изнаночной стороны и четко его видеть. Я в видео буду озвучивать и четные, и нечетные ряды, для того, чтобы тем, кто вяжет на слух, было более легко его запомнить, и узор стал интуитивно понятен. Еще вот такой момент хочу сказать, что здесь, и так как много используется различных узоров в этом мотиве, у каждого есть свой раппорт узора. И чтобы не провязывать весь мотив, потому что видео затянется на часа два, я буду провязывать и комментировать каждый мотив, где он начинается, где он заканчивается, и как это соединить все мотивы в один вот такой большой красивый элемент изделия. Для вязания вот таких узоров подходит любая гладкая пряжа. Можно пробовать с легкой фантазийной пряжи, но единственный момент – это шишечки. Возможно, с фантазийной пряжи, не с любой, они будут выглядеть красиво. Также, если вам не нравятся изделия с шишечками, вы можете их просто заменить изнаночной петлей. К спицам этот узор также не привередлив, их нужно подбирать, исходя из рекомендаций производителя данной пряжи и с учетом плотности вашего личного вязания. Итак, раппорт узора полностью этого мотива составляет 47 петель в ширину и 34 ряда в высоту. Вместе с вами я буду провязывать полностью мотив узора. Не буду провязывать только лицевые петли, которые переходят уже в ширину изделия. Поэтому я набрала 49 петель, 47 это мотив и 2 кромочные петли, так как я буду вязать поворотными рядами. Первый ряд кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать сам мотив. Он начинается с 2 изнаночных петель. Раз, два. Далее идет лицевая скрещенная. Лицевая скрещенная петля в лицевых и изнаночных рядах должна смотреть, скрещиваться в одну сторону. Мне удобнее это делать влево, поэтому в лицевом ряду лицевую петлю я располагаю классически, так чтобы первая дужка смотрела на меня, и провязываю ее за вторую дужку вот таким вот образом. И у меня получается скрещивание влево. Далее идет 1 изнаночная петля. И начинаю вязать вот этот узор, раппорт которого 9 петель в ширину и 8 рядов в высоту.
Итак, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево. По лицевой стороне убавление влево, когда делаете, на вас должна смотреть первая дужка петли. То есть петли должны расположены быть классически. И провязываются они вот таким вот образом. Далее идет 1 изнаночная и 1 лицевая скрещенная. Я закончила вязать раппорт вот этой ажурной дорожки. Перехожу к следующему узору. 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываются они вот таким образом. Далее накид, лицевая скрещенная петля, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. И провязываю вторую ажурную дорожку. 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. 1 изнаночная разделительная петля и повторяю вязание ажура симметрично. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4. Вторая ажурная дорожка, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные петли, 1, 2, 3. И провязываю симметричную широкую ажурную дорожку. 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 1 изнаночная и 1 лицевая скрещенная. Мотив заканчивается, как и начинался, 2 изнаночными петлями. Я провязала первый ряд полностью мотива узора и заканчиваю вязание кромочной петлей. Второй ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать мотив узора. 2 лицевые петли, 1 изнаночная скрещенная. Скрещенная петля у меня расположена на спице классически, это изнаночная. Нить перед работой и также за вторую дужку подхватываю и провязываю изнаночную скрещенную. И она также по лицевой стороне будет скрещиваться у меня влево. Далее 1 лицевая петля, 1 изнаночная, накид на себя, 2 изнаночные петли. Далее 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. По изнаночной стороне при убавлении вправо петли должны быть развернуты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываются они следующим образом. Нить перед работой. Подхватываю вторую дужку сначала второй петли, потом первой. Вот таким образом. И провязываю 1 изнаночную петлю. Все. Дальше идет 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 3 лицевые петли, 1, 2, 3. Сейчас я буду провязывать 3 петли вот этой ажурной дорожки. Здесь она провязывается по изнаночной стороне. Первая изнаночная скрещенная. Накид провязывается открытой изнаночной петлей. И вторая изнаночная провязывается скрещенной изнаночной. Вот таким образом. Далее идет 4 лицевые, 2, 3, 4, 2 изнаночные петли.
Накид также провязываю открытой изнаночной. Дальше 1 лицевая, 2 изнаночные, накид также изнаночной петлей. 4 лицевые, 2, 3, 4. Ажурная дорожка, которая со скрещенными петлями провязывается. 1 изнаночная скрещенная. Накид провязывается открытой изнаночной петлей. И 3 петля также провязывается изнаночной скрещенной. Далее идут 3 лицевые петли. 1 изнаночная скрещенная. 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. По изнаночной стороне, когда вы убавляете изнаночные петли, влево они должны на спице расположены быть классически. Первая дужка смотреть на меня и провязывается следующим образом. Нить перед работой подхватывается сначала первая, потом 2 петля и провязывается 1 изнаночной. Далее 2 изнаночные петли, накид на себя, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 лицевая скрещенная, 2 лицевые петли. Я закончила вязать 2 ряд и заканчиваю его кромочной петлей. 3 ряд кромочная, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 3 изнаночные, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая скрещенная. И здесь в этом ряду я буду провязывать первую шишечку. Кто не любит изделия с шишечками, ее можно заменить просто изнаночной петлей. То есть провязываете просто 4 изнаночные петли. Я же буду провязывать шишечку, поэтому я провязываю 2 изнаночные. А из 3 изнаночной я буду вывязывать шишечку. Как я это делаю? Из этой петли мне нужно вывязать 7 лицевых петель. Первая петля, 2 петля идет это накид. 3, 4, 5, 6 и 7. Когда я вывязала все 7 петель, я ее сбрасываю. Далее первую петлю я переношу на левую спицу и провязываю ее лицевой. Немножечко можно подтянуть ее. Далее оставшиеся 6 набранных петель я просто перебрасываю через эту лицевую. Делаю это не спеша, поочередно перебрасываю, чтобы они ложились в шишечки все ровно, одна за одной, и не находили друг на дружку. Итак, 2 петля. 3 петля и поправляю. Можно первую петельку немножечко как бы вытянуть, чтобы удобнее вам было, и петли ложились вот так поочередно. 4, 5. На этом этапе очень легко их расправлять. И 6 петля. Все 6 петель набранных я перебросила через провязанную петлю. Далее еще раз поправила, если это нужно, и затягиваю немножко эту петлю. Переношу ее на левую спицу и провязываю лицевой. Вот таким образом. Далее левой спицей я подхватываю верхнюю дужку
изнаночной петли, которая находится у меня сразу под шишечкой. Вот я думаю, ее здесь очень хорошо должно быть видно. Подхватываю я ее за работой вот таким вот образом. Вот. Переношу ее также на правую спицу. Шишечку поправляю и провязанную петлю с шишечки перебрасываю через поднятую из дужки петлю. Вот таким образом. Еще раз смотрю, чтобы шишечка была аккуратная и правильная. И затягиваю петлю. Все, дальше ее уже поправить будет практически невозможно без дополнительных приспособлений. И вот такая шишечка, она у вас останется, она не будет деформироваться после стирок многочисленных. Вот как вы затянули петельку, так она и останется. И продолжаю вязать. 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, а из второй я симметрично вывязываю шишечку. Вывязываю сначала из одной 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Сбрасываю петлю, переношу первую петлю на левую спицу и провязываю ее лицевой. Далее перебрасываю через нее 6 оставшихся набранных новых петель. Ее немножечко, когда подтягиваешь, петельки сами ложатся ровно. И, в принципе, никаких дополнительных действий делать не нужно будет. Итак, 5 и 6 петля. Все, поправила, если это нужно, немножечко подтянула петельку, перенесла ее на левую спицу, провязала лицевой, подхватила дужку, перенесла на правую спицу и провязанную петлю сбросила через вытянутую. Вот таким образом. Посмотрела, чтобы все у меня было хорошо, и затянула петлю. И продолжаю вязать. 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные петли, 2, 3. Далее лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная и 2 изнаночные. Закончила вязание кромочной петлей. 4 ряд. Кромочная петля и начинаю вязание. 2 лицевые, 1 изнаночная скрещенная, 1 лицевая петля, 3 изнаночные, накид на себя, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, изнаночная скрещенная, накид обычной изнаночной, открытой провязываю, далее идет изнаночная скрещенная, 4 лицевые, петлю, которая с шишечки, также провязывается по изнаночной стороне лицевой петлей, как и окружающие ее петли. 1, 2, 3
и 4. Далее 2 изнаночные, 1 лицевая и симметрично 2 изнаночные петли, 4 лицевые, 2, 3, 4. Изнаночная скрещенная, изнаночная петля, изнаночная скрещенная, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, изнаночная скрещенная петля, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, накид на себя, 3 изнаночные петли, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная и 2 лицевые петли. Ряд закончила кромочной. В 5 ряду я начинаю менять направление вот этих лицевых петель в этой ажурной дорожке. Итак, кромочная, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая скрещенная, 4 изнаночные, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные петли, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, накид, 3 лицевые, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная петля, лицевая скрещенная и 2 изнаночные. Ряд заканчиваю кромочной. 6 ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, изнаночная скрещенная, лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, изнаночная скрещенная, изнаночная петля, изнаночная скрещенная, 4 лицевые, 1, 2, 3 и 4. Обычная изнаночная петля, накид также открытой изнаночной петлей, 1 лицевая и провязываю симметрично, 2 изнаночные, накид в том числе, 4 лицевые, 2, 3, 4, изнаночная скрещенная, изнаночная открытая, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, 1, 2, 3,
изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная и 2 лицевые петли. Кромочной заканчиваю вязание ряда. 7 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая скрещенная, 2 изнаночные и делаю вторую шишечку. Сейчас я ее сделаю с открытой петли, буду вывязывать, если так кому-то будет удобнее. Итак, из одной петли я вывязываю 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 петля. Переношу первую петлю на левую спицу, провязываю ее лицевой и перебрасываю через нее 6 оставшихся набранных петель. 2, 3, 4, 5 и 6. Расположила их ровно, немножечко подтянула, перенесла петлю на левую спицу и провязала ее лицевой. Далее подхватила дужку под шишечкой вот таким образом. Перенесла эту дужку на правую спицу. Шишечка провалилась. И перебросила через нее провязанную из шишечки петлю. Вот таким образом. Поправила шишечку, чтобы она не ушла на изнаночную сторону, также проверила, и затягиваю петлю. Далее 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная и провязываю здесь шишечку. Также петлю я поменяла расположение, возможно, так будет лучше просто видно. Первую петлю провязываю обычной лицевой, далее делаю накид, третью петлю также лицевой, 4 накид, 5, 6 и 7. Провязала все 7 петель. Далее переношу первую петлю на левую спицу и провязываю ее лицевой. И начинаю перебрасывать все петли. Оставшиеся 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Посмотрела, чтобы они были все ровненько расположены, немножечко подтянула, перенесла эту петлю на левую спицу и провязала ее лицевой. Далее подхватила вот эту дужку изнаночной петли и также перенесла ее на правую спицу.
и провязанную петлю перебрасываю через вытянутую дужку. Поправила шишечку, затянула петлю. Продолжаю вязать 2 изнаночные, лицевая скрещенная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 изнаночные петли, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 лицевые, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная и 2 изнаночные петли. Кромочной заканчиваю вязание ряда. 8 ряд. Кромочная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая петля, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, накид на себя, 3 изнаночные петли, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, изнаночная скрещенная, открытая изнаночная петля, изнаночная скрещенная, 4 лицевые, 1, 2, 3 и 4. 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. Изнаночная скрещенная, изнаночная открытая, изнаночная скрещенная, 3 лицевые, 1, 2, 3. Изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 3 изнаночные, 2, 3. Накид на себя, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петель на открытое и провязываю изнаночной петлей. 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная и 2 лицевые. Кромочной заканчиваю вязание ряда. Далее повторяется с 1 по 8 ряд еще 1 раз. Вот мы провязали вместе 8 рядов, 1 полный раппорт вот этой ажурной дорожки и по 2 раппорта шишечек, ну этих по 4 получается. Далее вяжете еще 1 раз с 1 по 8 ряд. Они провязываются точно так же, поэтому я повторять не буду. Начну вязать сразу 17 ряд, где начинается формирование вот этих листиков. И выполняется переход от этого ажура к листочкам покажу. Итак, 17 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные петли, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я меняю расположение изнаночной петли и провязываю 1 лицевой. Далее идет 3 изнаночные, 1, 2, 3.
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот эта скрещенная петля у нас будет ведущей. Вот таким образом провязываю. Далее 3 лицевые, 2, 3, накид, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2, 3, накид, 1 изнаночная, лицевая скрещенная и 2 изнаночные петли. Ряд заканчиваю кромочной. 18 ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид на себя, 2 изнаночные петли, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, накид на себя, 3 изнаночные петли, 2, 3, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, я меняю расположение лицевой петли на классическое и провязываю вот таким образом. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение изнаночной петли на открытое и провязываю их 2 вместе, начиная со второй ведущей петли. Вот так. Далее 3 изнаночные, накид на себя, 1 изнаночная петля, 2 лицевые петли, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная и 2 лицевые петли. Ряд заканчиваю кромочной. 19 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, 2, 3, накид, 2 лицевые,
2 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, лицевая скрещенная и 2 изнаночные петли. Ряд заканчиваю кромочной. 20 ряд. Кромочная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная петля, 1 лицевая, 3 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевые петли, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Я меняю, если нужно, расположение петель и провязываю 1 изнаночной петлей. Далее 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю расположение петель и провязываю 1 изнаночной петлей. Далее 3 изнаночные, 2, 3, накид на себя, 3 изнаночные петли, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 1 лицевая петля, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, накид, 3 изнаночные петли, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная и 2 лицевые. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 21 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2, 3, 4, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, накид, 4 лицевые петли, 3, 4, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные. И ряд заканчиваю кромочной. 22 ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, 1 изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевые, 5 изнаночных, 2, 3, 4, 5,
накид, 3 изнаночные, 2, 3, 2 вместе изнаночные с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе изнаночные с наклоном вправо, 3 изнаночные, накид на себя, 5 изнаночных петель, 3, 4, 5, 2 лицевые, 1 изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 2 изнаночные петли, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевые и кромочной заканчиваю вязание ряда. 23 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная и симметрично 5 лицевых петель, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, накид, 2 изнаночные, 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 2 изнаночные петли и кромочной заканчиваю вязание ряда. 24 ряд. Кромочная, 2 лицевые петли, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, накид, 3 изнаночные петли, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевые, 1 изнаночная, накид на себя, 3 изнаночные петли, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 4 изнаночные, 2, 3, 4, лицевая и симметрично 4 изнаночные петли, 2, 3, 4, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 3 изнаночные, накид на себя, 1 изнаночная, 2 лицевые петли, изнаночная скрещенная, лицевая, 2 изнаночные, накид, 1 изнаночная петля, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная и 2 лицевые петли. Ряд заканчиваю кромочной. 25 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном
вправо, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 1 изнаночная и симметрично 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, 2, 3, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная и 2 изнаночные петли. Кромочной заканчиваю вязание ряда. 26 ряд. Кромочная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 1 лицевая петля, 1 изнаночная, накид на себя, 2 изнаночные петли, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевые петли, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 3 изнаночные, 2, 3, 2 вместе изнаночные с наклоном влево, 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 3 изнаночные петли, накид, 3 изнаночные, 2, 3, 2 лицевые, 1 изнаночная скрещенная, 1 лицевая петля, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 2 изнаночные петли, накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная и 2 лицевые. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 27 ряд. Кромочная, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 1 изнаночная петля, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 изнаночная петля, лицевая скрещенная, 2 изнаночные, 4 лицевые петли, 2, 3, 4, накид, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, накид, 4 лицевые, 3, 4, 2 изнаночные, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная и 2 изнаночные. Ряд заканчиваю кромочной. 28 ряд. Кромочная, 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 1 лицевая петля,
3 изнаночные, накид, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевые петли, 5 изнаночных, 3, 4, 5, накид, 3 изнаночные петли, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе изнаночной с наклоном вправо, 3 изнаночные, накид, 5 изнаночных петель, 3, 4, 5, 2 лицевые, изнаночная скрещенная петля, 1 лицевая, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, накид, 3 изнаночные петли, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевые и ряд заканчиваю кромочной петлей. Далее вы провязываете еще один раз с 23 по 28 ряд. Итого в итоге у вас получится провязано 34 ряда, полный раппорт узора. И далее начинаете вязать с первого ряда. Делаете столько повторений в высоту, сколько нужно для вашего изделия. Сейчас хочу показать, как смотрится этот ажур. Он не полный, конечно. Вот в более толстой пряже. С моей точки зрения, немножечко интереснее, хотя это мнение очень субъективное. Но в целом, я думаю, вам такой ажур понравился, мотив целый, который состоит из множества ажуров, и вы обязательно что-нибудь свяжете с полным таким мотивом или же используя какие-то его элементы. Всем легких петелек и спасибо, что провели это время со мной. До встречи на канале!